Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же избавит вас от одиночества? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Вот знаете, я бы сказала, что вы все еще не можете отпустить прошлое. Однозначно не можете. Вот что бы вы мне ни говорили, да, вы можете хотеть будущее, можете хотеть уже там новую женщину, новые отношения, да, потому что, ну, я как бы знаю, что в основном меня смотрят мужчины, которые в разводе, либо разошлись, разорвали отношения, ну, то есть я это уже давно поняла из ваших и отзывов, комментариев, да, и статистику я когда-то опросы делала. То есть у вас такая ситуация, что вы еще живете, вот мысли у вас о прошлом, причем мыслей больше плохих. Вот знаете, может проигрываться, что вы перебираете в голове вот эти все свои ситуации касательно разрыва, развода, дележки имущества. Вот как-то вы это обдумываете, передумываете. Может быть, еще у кого-то из вас, допустим, суды длятся. Вы это обдумываете, как это все выиграть, как очень удачно провернуть в свою пользу. Но такое состояние, я бы сказала, что душа болит, а сердце плачет. Вот спасите, помогите. Именно моральное такое состояние. Хотя вот по своей природе вы, в общем-то, мужчина такой живчик, активный, да, но немного жизнь, конечно, вас потрепала. И вот не отпускает вас прошлое. Это, в общем-то, не очень хорошо, что оно вас не отпускает, потому что нужно, ну, стараться даже, вот как я обычно в своих видео говорю, усилиями, да, вот сознательно поворачивать свои мысли в будущее, отвлекаться, просто отвлекаться от вот этих вот негативных мыслей, от прошлого, потому что вы будете все больше, ну вот как в тине, в ил, знаете, вот как в болото засасывает, так все больше вас будет ваше прошлое засасывать. А это не очень хороший признак. Так, у некоторых из вас могут проигрываться какие-то вот творческие такие жилки, да, может быть хобби быть, такой рукастый. Еще может проигрываться, что вы умеете много чего мастерить, вы довольно рукастый такой товарищ. Знаете, вот по деньгам может проигрываться, что идет нехватка денег. Вот вам бы хотелось, да, иметь побольше денежек, но не получается. Вот это может быть и финансовый кризис, это может проигрываться урезание денег, зарплат, да. У некоторых могут даже долги, допустим, не отдать. Вот вы кому-то одолжили деньги, а их не отдают в срок. То есть такой вот период у вас грусти, печали и тоски. У некоторых может проигрываться, что вы пытаетесь вот как бы отвлечься хоть немножечко в таких вот легких связях, да, с женщинами. Пусть это одноразовые какие-то связи. Вы пытаетесь забыться, но оно вам не помогает абсолютно. Некоторые могут даже плеваться после этого. Я знаю, что реально так и есть. Потому что это без чувств, это ощущение какой-то грязи, абсолютно не то, как это бывает с любимой женщиной. Вы такой вот человек, знаете, который... Вот вы себя сейчас чувствуете, вот я называю такое состояние одиночества в толпе. Когда хочется уединиться, когда хочется побыть одному, когда вот эти вот, опять же, затягивают ваши негативные мысли из прошлого, вот ностальгия такая, вот вы сейчас вот погрязли в этом всем. Давайте-ка посмотрим. Про женщин я говорю, вот нету абсолютно у вас таких, даже намека сейчас я не вижу на серьезные отношения. Вот эти одноразовые мы даже во внимание не берем. Давайте-ка посмотрим, что же будет дальше с вашей жизнью. Знаете, вот сразу же говорю, что ваша жизнь в ваших руках. Вот очень четко проигрывается по раскладу. В ваших руках. Если вы себя не возьмете в руки,
говорю однозначно, то вы так дальше будете прозябать в вот таком вот негативном состоянии. Далее, если же вы решите вот силой воли, да, вы сильный мужчина, вы вот из расклада в расклад, вы императором выпадаете. Император, ну, не может быть слабаком, ну никак. Если же вы начнете хоть какие-то маленькие шаги делать, да, когда вы повернетесь лицом к будущему, когда вы начнете больше думать о будущем, когда вы начнете больше думать о том, что вот я хочу новую женщину, хочу новых отношений, да, то понятно, что это в одночасье не будет. Это понятное дело. Но тем не менее, пусть по крупице, пусть какие-то маленькие шажочки вы будете делать, вы будете целенаправленно идти к будущему, к новой женщине. Кто-то начнет знакомиться, кто-то начнет, я не знаю, там с коллегой флиртовать. Ну, то есть вы понимаете, да, вот кто-то смайлик, может быть, в соцсетях пошлет какой-то женщине, чтобы познакомиться. Ну, то есть хоть какие-то шаги, но навстречу будущему, потому что сейчас вы все равно живете больше прошлым. Вот да, у некоторых, кстати, может проигрываться, что вы уже начали вроде бы знакомиться, но прошлое все равно вас еще держит. Вот держит вас прошлое. Нужно с силой. Вот у нас карта силы выпала, да, вы сильный волевой человек, вы император. Поэтому приложите усилия и повернитесь все-таки, наконец, лицом к будущему, если вы хотите хоть немножечко изменений в вашей жизни и какого-то счастья. Посмотрите, вот если вы прикладываете силу воли, у вас сразу же, да, ну, не завтра, понятное дело, но в скором времени у вас появится женщина. Причем, ну, я бы сказала, женщина такая при деньгах. Она не какая-то серая мышка, не замухрышка, там, не та, которая на улице живет, да. Женщина, которая умеет подобрать ключик к любому человеку. Вот она такая очень активная активистка, может проигрываться еще, знаете, вот она настолько вот умная, мудрая женщина, что она знает, вот, ну, это я уже так своими словами, да, пытаюсь вот вам донести, да, вот карты как бы расшифровываю, почему некоторые говорят, что у вас такие интересные, вот как рассказы, да, карты, вернее, расклады. Ну, потому что я как бы как психолог, вот я отвечаю, я как психолог еще, да, я пытаюсь вам донести то, что я вижу, но простым языком. Я думаю, так намного интереснее. Напишите в комментариях, нравится ли вам вообще моя подача вот раскладов. Потому что я тоже могу сидеть, рассказывать, вот у нас туз динариев выпал, да, вот семерка пентаклей, да. Ну, я думаю, это будет скучно и неинтересно. И оно никому не надо, что какая карта означает, но мало кто этим интересуется. Поэтому я простым человеческим языком, плюс еще психологические какие-то моменты пытаюсь вам объяснить. У вас появится женщина, которая вот она настолько умная, мудрая, она умеет подобрать вот даже, знаете, вот слово. Каждому человеку она подбирает вот тот самый ключик, да, она подбирает, что кому сказать, что, когда правильно сказать, когда смолчать. То есть вот эта ее мудрость, это очень большая ее сила. Она, знаете, она не будет, эта женщина не будет торопить события. Вот она сама по своему психотипу, вот по темпераменту, она очень активная. Но она живет не спеша, вот не торопя события, да. Вот если она знакомится с мужчиной, она не будет наседать на него, она не будет бегать. Она не будет тем более вешаться и навязываться на мужчину, как это любят делать сейчас очень многие женщины, и чего не любят мужчины, насколько я знаю. Вот с этой женщиной у вас будет, знаете, вот такие отношения очень такие ровные, степенные. Это не будет какой-то вулкан страстей. Это будут отношения вот именно с мудрой женщиной. Давайте посмотрим, уточним, что же это... Причем еще и судьбоносные. Ну, посмотрите, отношения, которые приводят к браку. Здесь даже и говорить не о чем. Вот знаете, у вас как-то оно будет все взаимно.
Вот она вам, допустим, пишет смс, ну это я к примеру привожу, да, вот гармония, она пишет вам смс, и вы пишете. Вот такое ощущение, что вы, знаете, вот как будто мысли друг друга читаете. Вот она вам не успела прислать, вы ей тут же, либо же вы говорите, ой, я только хотел тебе написать, либо же, ой, я только хотел тебе позвонить. Знаете, так бывает часто, что люди, ну, как будто чувствуют друг друга на расстоянии. Вот у вас будет приблизительно такое, вы будете чувствовать друг друга, когда один не успел закончить фразу, да, а ты продолжаешь ее, либо же у вас мысли сходятся. Вы будете, знаете, вот поначалу это будет, да, более ровные такие отношения, но потом уже вы возьмете инициативу в свои руки. Причем вот эта женщина, она будет вам послана именно в тот момент, когда вам потребуется вот, ну, реально такая вот какая-то помощь, поддержка вот именно вашего морального состояния. Я не могу сказать, что вот она появится, когда вы будете там в депрессии. Нет. Но еще будут какие-то вот отголоски вашего вот негативного состояния, у кого-то это будет такая небольшая апатия. Но тем не менее, вот с ней вы будете выходить из этой апатии постепенно. И когда вы уже поймете через время вот то, что значит для вас эта женщина, вы сами уже как мужчина, как охотник, как добытчик, вы возьмете больше инициативы в свои руки и будете уже ее атаковать. Там уже отношения будут у вас более активно развиваться, там уже вы будете с нетерпением ждать встречи друг с другом, вы будете ждать весточки друг друга, да, и эти отношения, они вот так вот вроде бы не спеша, да, но они приведут к законному браку. Причем у нас реально здесь падает свадьба, да, вот законный брак. Да, есть некоторые мужчины, которые не хотят, может быть, жениться, да, кто-то боится, кто-то не хочет повторить свой негативный опыт, такие тоже бывают. Но опять-таки, вы можете жить даже гражданским браком, если вас что-то не устраивает. Ну, то есть вот эта женщина, да, которая придет в вашу жизнь, она вот станет вашим каким-то вот спасательным кругом, что ли. Когда вот вы будете и прислушиваться к ней, да, вот вроде бы женщина, но вот она настолько своей мудростью вот сможет и к вам вот этот волшебный ключик подобрать. Потому что вот как вы знаете, что можно словом и убить, а можно словом поддержать. Очень важно то, что мы говорим друг другу. Очень многие семьи, либо же отношения начинают портиться, вот отношения, когда люди не умеют правильно разговаривать. Когда мы приходим домой, допустим, не в настроении, и мы начинаем отрываться на близких, да, но согласитесь, но есть такой момент. Мы же не будем на работе отрываться там на начальнике, на коллегах. Хотя и такие иногда бывают моменты. Но по большей части мы отрываемся на своих близких. Отсюда все и проблемы, отсюда и недопонимания, какие-то обиды. Не таким тоном сказал, не так посмотрел, не так сел и так далее. А всего лишь нужно прислушиваться к друг другу, да, относиться с пониманием. Вот именно учиться искать тот ключик, который есть вот у этой мудрой женщины. Потому что мудрые женщины, они знают, когда нужно промолчать с мужчиной, да, вот женщины, как правило, тем более, если они живут с мужчиной, они уже очень хорошо знают его, знают, когда он в настроении, когда он не в настроении. Точно так мужчина. Это, ну, просто на лице написано, это чувствуется и по интонации, и по тем словам, как и что он говорит. Это все считывается. То мудрая женщина, вот если она видит, что мужчина пришел не в настроении домой, тем более злой, если пришел, она его оставит в покое, да, он там покормит, допустим, и оставит в покое, пока он успокоится, может быть, там обдумает, решит свои проблемы. А та, которая, ну, не очень мудрая, начнет лезть, выспрашивать какие-то глупые советы, какие-то высказывания в его сторону, да, делать. И это еще больше может усугубить вот его состояние. Поэтому я всегда вот вам говорю акцент на то, как разговаривать. Вот я, ну, пытаюсь преподнести вам, да, такие небольшие уроки, может быть, уроки психологии.
которые помогут вам уже в дальнейшем в ваших новых отношениях, ну, не наделать тех ошибок, которые были раньше. Очень часто мы ведь в отношениях делаем, ну, настолько глупые ошибки. Вот если начнешь анализировать, ну, бывает, да, вот какую-то чепуху вроде бы скажешь, а партнер обидится, да, либо же наоборот. Кто-то, может быть, пошутит неудачно, кто-то что-то скажет, сделает, не подумав. Отсюда и начинается все из мелочей, вот эти все проблемы. Все начинается из мелочей. Поэтому я всегда говорю, думайте, что говорите, как говорите. Всегда обсуждайте, что нравится, что не нравится. Да? Я не устаю говорить, это золотое правило психологии. Разговаривайте и всегда обсуждайте. И тогда, ну, не будет большей доли вот этих всех каких-то придирок, конфликтов, обид. Просто нечему будет копиться, потому что вы все проговорите. Поэтому, ребята, ждите, у вас появится такая классная, мудрейшая женщина, которая сможет и вас многому научить, и вообще будет вашим надежным плечом. И кто ждет семью, вы ее обязательно получите. Эта женщина для семьи уже в пути. Ждите. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!